Друзья, всем привет! Канал эстетической красоты и психологического здоровья снова с вами и я, Ольга Буганова, город Москва. Покупайте наши видеоуроки, кто находится далеко, это очень для вас актуально. Приходите на очное обучение, приглашаю всех желающих. И сегодня я покажу массаж рук в процедуре общего массажа. Этот массаж можно выполнять, когда клиент лежит на спине или когда лежит на животе. Если вы очень устали, можете сесть даже на стул и расслабиться. Помните, самое главное, что все ваши эмоции, все ваше состояние эмоционально, оно транслируется на клиента. Поэтому вы должны быть в момент массажа расслаблены, стараться не напрягаться. Если вы чувствуете, что напрягаются очень сильно мышцы рук или ног, когда вы делаете массаж, умейте переносить нагрузку на другие группы мышц, менять движение незаметно для своего клиента. Умейте не уставать, и для этого нужна обязательно эргономика массажа, соблюдение определенной техники, чтобы не болела спина, не болели руки. Ну а сейчас уже начнем делать массаж рук. Также масло наносится из центра зоны, с которой мы собираемся работать. Сейчас я покажу массаж, больше упор будет на кисти. Начинаем работать. Можно руку развернуть, но здесь удобнее для клиента, когда рука лежит в таком положении. Начинаем прорабатывать зоны, основание ладони. Все движения старайтесь делать глубоко и медленно. Это клиента будет успокаивать. Быстрые движения, они всегда активизируют нервную систему, ее возбуждают, и клиент не успокаивается. Также вытягиваем пальчики. Здесь очень важно вытяжение не просто я делаю руками, а именно делаю своим весом. Я как бы захватила основание пальца, повисла на нем, довела до середины и начинаю уже уходить на релакс. То есть никогда не доводите до конца с силой движения. Движение должно быть на самом деле разногранным, разнообразным по силе. Где-то вы применили большую силу, где-то вы ушли на релакс. Это очень важно, это на самом деле создает ощущение такого объема у клиента, ощущение полноценности самого движения. И то, что мы выполняем его с помощью собственного веса, это очень важно, так как наши пальчики, наши руки, как мастер, они расслаблены. Если мы будем выполнять это все с помощью напряжения собственной кисти, это будет менее приятно, менее комфортно клиенту. Вытягиваем пальцы. Здесь вытяжение идет больше на боковую сторону пальчика. Можно разламывать как шоколадку, но я предпочитаю с одной стороны сначала немного проработать и потом уже с другой, потому что в этот момент я лучше фиксирую саму кисть. Массаж рук, он очень успокаивает, так как является, по сути, рефлексотерапией. В первую очередь, конечно, массаж лица, потом массаж рук и уже потом массаж стоп. Можно проработать каждый суставчик по кругу. Помните, что когда вы прорабатываете круговыми движениями, то силу вы не прилагаете по кругу одинаковую, то есть вы направляете силу векторно, выбираете, в какую сторону вы делаете усилие, полкруга, и остальное уже движение, также половина круга, вы уже делаете на релаксе. Не нужно стараться сделать сильно по кругу всего сустава. Оль, как ты? Нормально? Потрясающе. Не больно тебе? Нет,
Я чувствую всю многогранность движений и векторность приложения силы. Вот, понимаете, даже клиент уже заговорил научным языком. Ну, это, конечно, шутка, но, видимо, Ольге приятно. То есть сейчас я прорабатываю каждый суставчик по кругу. Сколько раз делать, на самом деле все зависит от количества времени. Если вы чувствуете, что у вас уже одна рука напрягается, вы можете руку поменять и продолжать движение, выполнять уже другой рукой. Также можно руку развернуть, упор на локоть, проработать саму ладошку непосредственно. Это такие самые простые движения, на самом деле их очень много, вы можете экспериментировать. Но так как общий массаж, он сам по себе процедура не длительная, в основном там 60 минут или 80, то, конечно, рукам уделяется не такой большой отрезок времени. Но если сделать клиенту массаж лица и как бонус уже массаж рук, я думаю, что клиент это оценит. Проработка между пальчиков. Делаем защип, но не до конца, и нажимаем. Также можно работать со стопами. Делаем защип, но не до конца, и нажимаем. Вот такой быстрый, простой массаж кисти можно выполнить в процедуре общего массажа. Такой массаж может дополнить и массаж лица, и общий массаж, и любую процедуру спа. Все, клиент у нас на релаксе, да, Оля? Да. Друзья, до встречи. Ставьте нам лайки, приходите на обучение, подписывайтесь на нас. Пока!